Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Реалистик PES. Как мы и говорили летом в одном из роликов, еще до релиза eFootball 2023, глобальное обновление стоит ожидать в ноябре, несмотря на то, что eFootball обновилась до 23 части в конце августа. Тогда об этом было множество слухов, и сейчас эти слухи подтвердились официальным пресс-релизом от Konami в преддверии игровой выставки Tokyo Game Show, на котором Konami также обещает поделиться крайне интересными новостями. В рамках сегодняшнего ролика все это и предлагаю обсудить поподробнее. Как и всегда, не забывайте про лайк под этим роликом, в комментариях делитесь своим мнением по поводу всего услышанного и обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Вы никогда не задумывались, что будет, если объединить PES или FIFA вместе с Football Manager? Ответ прост. Получится игра Football Team. Football Team — это браузерный менеджер, в котором вы принимаете участие не только в качестве игрока, но и менеджера. Прокачивайте и развивайте своего футболиста, и чем выше ваш уровень, тем больше возможностей у вас появляется. От простого игрока до менеджера своей собственной команды. Заходите в игру каждый день и получайте соответствующие бонусы от разработчиков. А если вы начнете играть по моей ссылке, то вы получите стартовый бонус в размере 600 единиц энергии и 500 тысяч евро на свой игровой счет. Быстрая и отзывчивая регистрация лишь поможет вам быстрее начать игру. Football Teams. Ссылка в описании. Стоит отметить, что все слухи, которые фигурировали летом, они сообщили о том, что в ноябре у нас будет обновление до eFootball 2023, то есть глобальное обновление в конце осени. Однако это получилось не совсем так. eFootball 2023 мы получили в августе, но тем не менее глобальное обновление все еще ожидается в ноябре. То есть слухи они отчасти были правдивыми, просто немножко неправильно были сформулированы. Обновление до условной 23 части мы опять-таки получили в конце августа. Игра обновилась на новый сезон наполовину, и оставшуюся половину, которая не обновилась, в частности большинство составов, формы для большинства лицензированных клубов и турниров, они обновятся именно что в ноябре. В соответствующем пресс-релизе, которым Konami поделились не так давно, они сообщили, что в ноябре вот опять-таки будет глобальное обновление, и вместе с ним обновятся не только вся вот эта графическая составляющая, но и самое главное база данных. То есть у нас обновятся все игроки в игре и их рейтинги окончательно. Поэтому, если у вас в составе присутствуют игроки, которые пропадут из базы данных, а пропадут они скорее всего потому, что их клуба не будет в игре и они не заиграны за сборную. Банальный пример — это вот Александр Кокорин в некоторых составах, в том числе и в моем. Такие игроки, как он, у которых не будет клуба после данного обновления, они скорее всего пропадут. И как об этом сообщали Konami ранее, они постараются подобные потери как-то компенсировать, будь то ГПшками или еще чем-нибудь. Пока что это не раскрывается, но факт остается фактом. Что же касаемо других игроков в вашем составе, которых вы приобрели, которых вы прокачали, если они не сменили клуб, ну или по крайней мере не сменили клуб, который отсутствует в игре, то они останутся в вашем составе, точно так же, как они оставались в нем и до этого, с той же самой прокачкой. То есть все достижения и все внутренние активы игроков, они также перенесутся с этим глобальным обновлением базы данных. Ну а также это обновление может быть примечательно тем, что вместе с ним, возможно, завезут какие-нибудь режимы, потому что ожидается, что обновление будет глобальным, а уже вскоре, уже на данный момент проходит игровая выставка Tokyo Game Show, на котором Konami планирует поделиться интересными новостями, о которых не рассказывали ранее. Об этом напрямую говорится в описании eFootball на сайте игровой выставки Tokyo Game Show, то есть это прям официальная формулировка, а поэтому Konami планирует поделиться чем-то интересным. Вполне возможно, что они также затронут и потенциальные режимы, которые ожидаются в ноябре. Также не забываем о том, что где-то в октябре нам обещали лобби-матчи на консолях и ПК, а поэтому стоит ожидать, что октябрь и ноябрь игра будет постепенно пополняться некоторыми режимами. Стоит отметить, что скорее всего это будут онлайн-режимы, нежели офлайн, потому что офлайн он скорее всего на декабрь и вовсе на 23 год. Но поподробнее обо всем этом мы узнаем уже скорее всего в воскресенье, потому что Konami объявили, что они расскажут именно в последний день выставки обо всем интересном, а поэтому первые несколько дней выставки мы скорее всего пропускаем. Но если до воскресенья Konami поделится чем-нибудь интересным, то я, конечно же, расскажу об этом в своей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале, ссылки на которые присутствуют в описании. И, как и всегда, у меня множество вопросов к вам, дорогие друзья. Что вы ожидаете от этого глобального обновления? Вы ожидаете, что игра изменится в лучшую сторону, она не изменится вообще, или же сделает только хуже? Ожидаете какие-нибудь режимы, или же игра никак не изменится с точки зрения этих самых режимов, и все останется точно так же, как и есть на данный момент? Пишите в комментариях. Помимо комментариев, не забывайте про лайки, обязательно подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые в описании. И про этот канал не забывайте прожимать колокольчик для уведомлений.
У меня на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр, желаю вам всем удачи и до скорых встреч.